Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такую красоту. Нежное, легкое, воздушное, со сливочным вкусом пирожное безе с кремом шарлотт. Это пирожное отлично сочетается с ягодным чаем. На мой вкус лучшее решение чай королевский десерт от Лаваре. В этом богатом фруктово-ягодном ансамбле слышна нежная мелодия пряностей, и лучше ягодного чая не сыскать. Посмотрите, какая красота! Этот чай я советую к легким нежным десертам, таким как безе, мармелад, пастила, зефир. Идеально! А теперь я покажу вам, как приготовить такую красоту. Начнем со швейцарской меренги. Для приготовления швейцарской меренги нам понадобится 90 граммов белка, 90 граммов сахара и 90 граммов сахарной пудры. Включаем духовку на 90 градусов с обдувом, с конвекцией. Берем миску, отправляем сюда белок 90 граммов, средний вес одного яйца 50 граммов, и 20 граммов это желток, 30 граммов это белок. Я всегда стараюсь все-таки прописывать вам в граммах, потому что яйца бывают разные, от 40 до 70 граммов, и вы, конечно же, понимаете, если вы возьмете, допустим, яйца по 70 граммов, то там белок уже будет 40-45, и увеличится количество белка, а сахар останется тот же, и что-то может пойти не так, десерт может не получиться, поэтому будьте внимательны, пожалуйста, выбирайте, скажем, тогда средний размер яиц, если у вас нет весов. Так, сюда же отправляем сахар и сахарную пудру, перемешиваем венчиком. Перемешали, отлично, взбивать пока ничего не нужно. Теперь ставим миску на паровую баню. Паровая баня – это когда миска стоит на кастрюле и не касается воды. Водяная баня – когда миска касается воды. Нам нужна паровая баня. Ставим на паровую баню и при постоянном помешивании прогреваем белок с сахаром и сахарной пудрой. Сахар должен полностью раствориться. Я проверяю вот так пальчиком, беру небольшое количество белка, и если чувствую крупиночки сахара, то прогреваю еще немного времени. Очень важный момент, вода не должна очень сильно кипеть для того, чтобы не перегреть белок. Если мы перегреем белок выше 64 градусов, то он свернется, текстура получится неоднородной, в общем, привет омлет. Нам омлет не нужен, поэтому старайтесь не перегреть белок. Это уйдет у нас приблизительно 8, максимум 10 минут. Для того, чтобы пар выходил, вот так, чтобы зазор здесь был небольшой. Взбивать не нужно, просто вот так помешиваем. Для чего мы готовим швейцарскую меренгу и для чего нам нужно, чтобы все крупиночки растворились? Нам необходимо, чтобы вот при этом прогревании все крупинки сахара растворились, для того, чтобы когда меренга сушилась в духовке, не было трещин и вытекающих таких, наверняка вам попадались такие вытекающие слезки сахарного сиропа. Это из-за того, что крупинки сахара где-то могли не дораствориться. Так, что такой хорошо теплый белок. Ни единой крупиночки сахара не ощущаю, все, снимаем с паровой бани. Отправляем белок с сахаром в чашу комбайна и взбиваем на оборотах чуть выше среднего до устойчивых пиков. Готово. Вот такой красивый, блестящий, эластичный, гладкий белок, устойчивый, должен у вас получиться. Берем кондитерский мешок, насадка может быть закрытая звезда, открытая звезда, в принципе, любая подойдет. У меня здесь закрытая звезда 8 миллиметров. Можно и поболее, но я хочу, чтобы у меня пирожные были такие маленькие, аккуратненькие. Перекладываю меренгу в кондитерский мешок.
такая красивая, блестящая, гладкая, шикарная меренга получилась. Вот такая насадка. Повторюсь, закрытая звезда, диаметр 8 мм. Можно просто обычную насадку, звезду взять, допустим, вот такую. Для того, чтобы при отсаживании меренги пергамент никуда не смещался, рекомендую взять небольшое количество меренги и сделать вот так. Ну и духовка у вас с конвекцией, с обдувом, тоже, чтобы никакого движения там не было, чтобы пергамент не улетел. Отсаживаем меренгу, делаем вот такие красивые башенки. Диаметр приблизительно 3-4 сантиметра. Как я уже сказала, хочу, чтобы пирожное было такое маленькое на зубок. Отправляем нашу красивую волшебную меренгу сушиться в разогретую до 90 градусов духовку приблизительно на 1,5 часа. Я хочу, чтобы внутри она тоже хорошо просушилась. Если вы хотите, чтобы внутри оставалась серединка более мягкая, такая чуть тянущаяся, то в принципе часа будет достаточно. Приготовим крем шарлотт. Для приготовления крема шарлотт нам понадобится 100 мл молока, 50 граммов яйца, 100 граммов сахара, 1/3 стручка ванили или ванильный сахар по желанию, 150 граммов сливочного масла. Масло должно быть размягченное комнатной температуры. Отправляем в сотейник молоко, сахар и яйцо. Хорошенько все это перемешиваем. Ставим нашу молочно-яичную смесь на плиту, огонь небольшой, чуть ниже среднего. При постоянном помешивании доводим массу до кипения, она станет плотнее и гуще. Вот, масса закипела, видите, получилась такой воздушной. Есть, буквально 10-15 секунд после кипения и снимаем с огня. Переливаем в миску. Накрываю наш крем пленкой плотно в контакт, так чтобы пищевая пленка касалась крема. Так. Оставляю при комнатной температуре, чтобы крем, основа эта, остыла. После уже добавим сливочное масло. Меренга у нас уже готова, она остыла. Крем тоже, основа, охладилась при комнатной температуре. Так, размягченное сливочное масло отправляем в чашу комбайна. И взбиваем. Масло должно хорошо посветлеть, увеличиться в объеме, быть пышным, воздушным. Прям вот долго взбиваем, минут, наверное, до 10 на хороших оборотах. Периодически снимаем со стенок чаши кусочки масла, чтобы все равномерно взбивалось. Видите, масло уже начало светлеть, но оно еще не пышное, не объемное, не воздушное. Продолжаем еще взбивать. Масло хорошо взбилось, видите, оно посветлело, увеличилось в объеме. Теперь можно небольшими порциями отправлять нашу основу крема шарлотт и продолжать взбивать. Взбиваем до того момента, пока крем не станет гладким и однородным. Наш крем готов. Он очень пышный, воздушный, нежный,
и вкусный. Хотя простой в приготовлении и не требует каких-то супер ингредиентов, как вы заметили. Такая хорошая классика. Оп. Я переложила крем в кондитерский мешок. Здесь у меня насадка, закрытая звезда, диаметр 8 сантиметров. Собираем наше пирожное. Итак, отсаживаем крем. Много не нужно. И вторая половиночка. Очень красивое и очень вкусное пирожное получается. Такое прям настроение сразу новогоднее. Срочно захотелось кого-то накормить таким пирожным. Оп. Очень нежное, красивое пирожное, аппетитное, согласитесь. Хрустящая меренга, нежный крем, очень вкусно. Да есть. Вы не всегда любите, когда я жую в кадре. Друзья, я люблю, когда безе, знаете, так тает во рту. Вот этот случай, когда он тает во рту. Друзья, наслаждайтесь со вкусом. Я продолжу. Это как раз та ягодная нотка, которой может не хватать. Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний видеоурок. Поделитесь ощущениями, впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. А больше рецептов вы, конечно же, найдете на моем сайте, в моих книгах, на моих мастер-классах и здесь, на YouTube-канале. До скорых новых встреч!